Что, если я скажу вам, что Эдна из Эдны и Харви все еще жива? Многие считают ее мертвой, но давайте разберемся, есть ли у нас доказательства ее смерти. Как говорит старая пословица, не верь всему, что слышишь. Слухи о том, что Эдна утопилась, могут оказаться лишь необоснованной теорией. Я готова развеять мифы и предоставить свою теорию. Давайте вместе разбираться, что же на самом деле произошло. Знаете ли вы, что Эдна, несмотря на все свои ужасные поступки, остается символом борьбы за свободу? Для начала вспомним, чем же закончилась первая часть. Эдна спустя 10 лет пребывания в психбольнице сбегает и возвращается в дом своего отца, где вспоминает события до начала игры. Она малолетняя убийца. Ее жертвой стал мальчик Альфред, сын доктора Марселя, владельца той самой лечебницы. Она столкнула его с лестницы, и тот трагически был убит. Матис Конрад, отец Эдны, взял на себя вину, за что был казнен. А Марсель по просьбе Матиса пообещал позаботиться об Эдне, но вместо этого держал ее в камере с мягкими стенами, раз за разом стирая ей память, чтобы сделать из нее более идеальную и послушную версию своего мертвого сына. Игра закончилась тем, что Эдна столкнула доктора Марселя с той же лестницы, с которой столкнула его сына, и сбежала из города, наконец обретя свободу. Когда я вам рассказала об этом, некоторые начали спорить и утверждать, что в концовке Эдна решила умереть и утопилась. И я до сих пор готова принять этот спор и поставить вас на место. Как и в судебных разбирательствах, доказательства требуется предъявить именно тому, кто и утверждает, что что-то произошло. Существует такая концепция, как презумпция невиновности, но в нашем случае это можно назвать презумпция жизни Эдны. Вы должны привести мне факты в пользу ее смерти, но у вас не получается, ведь я могу с легкостью апеллировать ваши доказательства. Первое. В море найдены останки синего плюшевого кролика, следовательно, она утопилась. Были найдены только остатки Харви. Кстати, это вы мне еще попробуйте доказать, ведь найдены остатки синего кролика, а Харви у нас вообще-то голубой заяц. Так его называют на протяжении всей игры. Извини, пожалуйста, мой заяц хочет мне что-то сказать. Мой плюшевый заяц отправил меня в прошлое. Если ты не отойдешь от двери, то я натравлю на тебя своего бойцовского зайца. Нахождение части какого-то объекта, например, игрушки, не является неоспоримым доказательством смерти его владельца. Но самое главное, то, что труп или хотя бы остатки Эдны так и не были найдены. Ее так и не нашли, поиски прекратились, она пропавшая без вести. Второе. Она совершила суицид, потому что поняла, что убийца не только Альфреда, но и своего отца. Вы вообще в курсе про каноничность? Нет? Тогда объясню. Эдна 10 лет, несмотря на стирание памяти, пыталась сбежать. Она символ свободы. Она боролась до конца. Не ломайте характер персонажа. Она столкнула Марселя с лестницы, и это было ее некое последнее препятствие перед полным освобождением от заключения. Ну не может быть такого, чтобы она 10 лет боролась, встала перед выбором подчиниться и сдаться антагонисту, но приняла решение столкнуть его с лестницы и сбежать, а потом такая: блин, я добилась своего, потом умру. Нет. Есть концовка, где она, вспомнив прошлое, грустит, сдается и становится куклой доктора Марселя. Но это не каноничная концовка, и это подтверждается второй частью игры. И это факт, а не ваше предположение. Да даже если рассматривать Эдну во второй части игры, несмотря на то, что она там лишь плод воображения девочки, даже там Эдну нам создатели показывают как ключевого и очень многослойного персонажа, который связывает Лили с первой частью игры и при этом усиливает психологическое напряжение в сюжете. В отличие от наивной и послушной Лили, Эдна бунтарка, чей характер закалился через боль и внутренние травмы. Она уже прошла
та путь, на который Лили только вступает, и представляет собой своего рода старшего наставника, символизируя силу противостоять системе. Эдна показывает Лили, что можно не подчиняться и бороться за себя. И во второй части она продолжает показывать, демонстрируя, что свобода порой требует жертв, а иногда даже и отказа от детской невинности. И мы с вами успеем об этом поговорить. Третье. Эдна мертва, потому что работники доктора нашли в реке девчонку. И вообще, события второй части происходят сразу же после событий первой. Что ж, объединю ваши доказательства и отвечу сразу на оба. Во-первых, это невозможно физически. Горацио во второй части представлен нам с повязкой на глазу от удара клюшкой, Эдна просто выбила ему глаз, а также в инвалидной коляске, потому что Эдна столкнула его с лестницы. Ему бы с такими серьезными травмами, наверное, понадобилось бы лечение, прежде чем пойти или, скорее, поехать дальше работать, верно? Да и из концовки известно точно, что полиция несколько недель разыскивала пропавшую девушку, и поиски прекратились после того, как в море нашли Харви. И только после этого Марсель начал делать гипноигрушек по его образу и подобию. Во-вторых, все в этой игре знают про эту ситуацию. Она уже там устоялась как легенда. Персонажи знают и говорят об этом в прошедшем времени, что и делают Пузырь и Новичок, который ищет в болоте не Эдну. Во второй части Марсель забил на лечебницу, вследствие чего сумасшедшие спокойно бродят по городу. И в эту ночь из больницы сбежала Мирания, медиум. Она скрылась на кладбище, чтобы поговорить с мертвыми. И именно ее Пузырь с Новичком и искали. А когда нашли, сразу же отвезли обратно в приют и заперли в камеру, где раньше сидел ключник. В наказание за побег ее заставили вязать гипноигрушки для Марселя. Когда они говорят «мы наконец нашли девчонку», они имеют в виду сбежавшую пациентку Миранию. Вы же не думали, что она по своей воле туда вернулась, или старик-инвалид ее туда притащил? Что, теперь ваша теория не такая крепкая? Давайте тогда я выдвину свою. Мы знаем, что в баре есть копилка с пожертвованиями морякам, погибшим в море. В дополнение Поки сказал, что море зовет его, и если бы он мог сделать третью часть, то она была бы где-то на побережье. В первой части игры Эдне снится, как она в образе Кракена нападает на корабль с Горациями. В чем же заключается моя теория? Эдна могла использовать Харви или другую похожую игрушку, все-таки нашли остатки, а не целую игрушку, в качестве приманки, чтобы отвлечь внимание. Это подчеркивает ее хитрость и стратегическое мышление, что согласуется с ее персонажем, который уже однажды смог сбежать. И пока она отвлекает внимание от своего побега, у нее была бы возможность, допустим, прокрасться на чей-то корабль и уплыть из этого места и начать жизнь с чистого листа. Уверена, ей бы это удалось, учитывая ее способности выкручиваться из любой ситуации. А там за нее можно и не переживать. Давайте честно посмотрим правде в глаза. Мы любим эту игру и хотим хэппи-энд. Может, Эдна и мертва, кто знает. Но то, что она совершила суицид и приняла решение утопиться, точно неправда. Миф о смерти Эдны может оказаться лишь красивой историей, созданной для успокоения умов. Она представляет собой смысл сопротивления и стремления к свободе, и даже если ее жизнь наполнена ужасными событиями, она по-прежнему живет в памяти тех, кто знаком с ее историей. Возможно, Эдна нашла способ сбежать не только физически, но и эмоционально, оставив за собой лишь легенду. Как бы там ни было, история Эдны еще не закончена, и кто знает, какие новые повороты ждут нас в будущем. Возможно, ее истинная судьба и останется загадкой, но одно можно сказать точно. Ее дух остается сильным, и именно это делает ее персонаж таким привлекательным. Делитесь своими мыслями в комментариях. Что вы думаете о судьбе Эдны? И кто остался прав в этом споре? Вот.